Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. События недели с 25 по 31 декабря. Заключительная неделя уходящего года. И я поздравляю всех, кто встречает Рождество 25 декабря. Давайте верить, что мечты сбываются. Если мы будем в душе большими оптимистами, вы знаете, пространство обязательно сработает таким образом, что нужные люди нам обязательно встретятся. И в нужный момент времени, как будто и двери необходимые для нас обязательно откроются. Я искренне в это верю. По сути дела, я так сама живу. И это на самом деле работает. Спасибо вам, мои дорогие, что вы были со мной в 2023 году. За ваши добрые пожелания, за ваши искренние комментарии. Это все мое вдохновение. И я думаю, в 2024 году нас еще ждет много интересного. Давайте узнаем, что подскажут нам на неделю карты. Будем, конечно, реалистами, я всегда об этом говорю. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из нас. Тут ведь самое главное подключить интуицию и вот те образы метафорические карт переложить на свою ситуацию. И тогда обязательно и подсказка будет. Ну и то, что мы проведем с вами приятное время, я тоже искренне надеюсь. Первую карту, которую мы с вами достанем, будет означать, что будет радовать, какой добрый сюрприз у вас словно на пороге, мои дорогие. Какие неожиданности или с какими неожиданностями вы можете столкнуться? Чему сейчас не время или что может помешать? А что вам будет помогать на неделе? Давайте достанем карту, что скрыто. Может быть, чему-то вы не придаете значения. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Что для вас в личной жизни? И карту совет. Итак, что же вам скажет карта, что будет радовать? Сама по себе тройка кубков. Праздник, мои дорогие. Ну, наверное, как Рождество, так и в конце недели, как раз 31 декабря выпадает на встречу Нового года. Поэтому вы где-то будете уже мыслями, может быть, подготовки к праздникам или какие-то приятные события в вашей жизни произойдут. Вообще, радость сама по себе, словно какие-то разочарования вас окончательно оставят. И больше счастливых событий придет в эту неделю на ваш порог. Или для кого-то, может быть, как комплименты, подарки, какие-то более приятные эмоции или что-то светлое, хорошее и доброе входит в вашу жизнь или на порог вашего дома. Как время, когда радоваться, мои дорогие, просто радоваться в неожиданностях. У кого-то может быть королева жезлов, это люди, конкретно может быть человек, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент. Может быть и так. Может быть решение этого человека или встреча, знакомство с таким человеком. Могут быть еще и по этой карте к удачному решению или завершению где-то, или к программированию на какое-то ближайшее будущее решение вопросов, связанных дела, работа, бизнес и деньги. Вот в неожиданностях, как возможности какое-то свое дело продвинуть как будто или свою идею, или план по зарабатыванию денег по вашему бизнесу тоже может проиграться. С чем-то вы можете как и определиться, потому что проходит такое, что королева жезлов умеет хранить тайны и умеет хранить секреты, кстати. И вполне вероятно, что тот вопрос, который для вас был словно, ну, за 7 печатями, или что-то, в чем-то вы не могли определиться. Вот здесь как раз, собирая информацию, для вас приходит как понимание, что-то очевидным может быть. То, что прежде было более двойственным. Вот в неожиданностях. Может быть, это сама по себе какая-то новость, а может быть и предложение какое-либо. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Ну вот как будто в далекую поездку сейчас не время отправляться, не время собираться в дорогу. Передвижение само по себе или, знаете, когда мы пытаемся, может быть, именно на этой неделе продвинуть какое-то ваше важное решение или
как будто собираемся, знаете, ну так иносказательно оставить что-то в прошлом и пойти вперед. Может быть, вот именно как форсировать какие-то события на этой неделе определенно не стоит. Карта заслуженного успеха. Может быть, тот успех, который не отменяется, а где-то задерживается. Или приступить, вы планировали к решению того или иного вопроса, или приступить к осуществлению переезда, как будто вот на этой неделе тоже нет. Или если совершить поездку, то может быть после, на следующей неделе. Вполне вероятно, что как-то оно само отменится. Тогда, ну, где-то, чтобы вас это не разочаровывало, тут больше статики, как будто приятные эмоции и все. Не ставить перед собой каких-то глобальных задач, мои дорогие, на этой неделе. Это значит больше наслаждаться жизнью. Буквально как-то так. Что будет радовать? Ну вот, как я и сказала, наслаждаться жизнью. Посмотрите, туз кубков. Во-первых, если мы говорим про карта заслуженного успеха, шестерка мечей, это все-таки дела, работа, бизнес и какие-то наши дальнейшие планы на будущее и так далее, да, как вопросы зарабатывания денег, например, то это тоже все где-то входит в шестерку мечей. И здесь нам говорят, посмотрите, помимо прекрасного кубка, когда амброзия как будто через край переливается. Еще и есть рыбы золотые, кстати, их много. И это один из символов благополучия, денежного достатка, довольствия. Так вот, для кармана тут тоже будет радовать, помимо эмоций. И у нас как будто глаз изображен. И это прообраз дельты. И все фазы Луны, о чем нам говорят, что невзирая на фазы Луны, на какие-то обстоятельства, вы словно маги-волшебники какую-то свою ситуацию можете предвидеть. Ну, вы люди интуитивные, вы можете предвидеть, как будут разворачиваться события, как, в какую сторону пойдет решение того или иного вопроса, как будет развиваться ваш бизнес. Вот здесь абсолютная интуиция и как и счастье, как и радость, как и возможности, как и приятные эмоции, как и любовь, как и признание в любви, как и согласование, да все, что хотите. Это все то, что вам помогает, все то, что вас и радует дополнительно сам по себе праздник. Правда, не тормошите себя, не ставьте перед собой каких-то глобальных задач на эту неделю. Тут все пойдет своим чередом. Что скрыто? Видимо, для вас эта неделя именно порадоваться. Да, какие-то могут быть, как и согласования по этой карте. Я бы сказала, все-таки по королю мечей иногда проходят, знаете, как служители закона. Поэтому закон не нарушайте. Здесь могут быть как и подписание документов, получение, может быть, нужных документов чаще по королю мечей, когда мы можем обратиться в высокие инстанции и тоже что-то для себя, ну, как организовать или тот или иной вопрос прояснить, или, опять же, подписать какую-то бумагу важную. Но это в позиции скрыто, и, может быть, не форсируйте, вот нам говорят, да, буквально как будто начинание, что-то не начинать на этой неделе, у вас и так уже все получится, а больше эту неделю уделить на этой неделе приятным эмоциям, своим близким, радости, счастью, любви, мои дорогие. Ну, видимо, не время что-то форсировать. Может быть, даже нам иногда так кажется, что если мы сейчас приложим усилия, то сейчас мы быстренько все расставим по местам, завершим, и уже потом вот будем отдыхать. А здесь нам как будто обе карты говорят, что да, у тебя все получится, но сколько ни форсируй, наверное, на этой неделе нет. Здесь больше личная жизнь или какая-то личная ваша история. Дела, работа, бизнес, по пажу пентаклей. У кого-то могут быть связаны вопросы, связанные именно с детьми. Может быть, обучением детей. Или вы сами захотите чему-то обучаться. Или вот эти самые планы на будущее, то, что вы планируете организовать. Но нет еще, опять же, какого-то форсирования. Здесь вы можете что-то просчитывать на бумаге, как будто для себя прописывать или пытаться в чем-то определиться. Но само по себе как бы начало есть.
И по пажу пентаклей, может быть, знаете, как для кого-то означает «я решил строить карьеру» или каким образом ко мне приходят деньги, как я могу больше зарабатывать. Вы можете как будто рассматривать разные варианты, разные планы, примерять на себя какие-то возможности, но активных действий пока нет. А вообще вы можете получить еще и нужный документ уже на этой неделе. И такое для кого-то тоже проиграется. Вообще карта отчасти какого-то продолжительного успеха или успеха, который постепенно к нам приходит в будущем. Карта надежности, ну и неспешности тоже. Правда, сколько не форсируешь что-то, явно не на этой неделе мы можем что-то ускорить. Финансы. Если задерживались деньги, мои дорогие, вы получите. Или какая-то крупная сумма денег словно застряла. Скорее всего, на этой неделе вы ее тоже получите. Железно, по крайней мере, в моих картах проигрывается, когда вот, да, долг нам не вернули вовремя. А вот когда вот именно те деньги, которые должны были прийти к нам раньше, то вот на этой неделе вы их получаете. Для кого-то из вас это карта трансформации, значит, но какой-то будет у вас пересмотр по части финансирования того или иного дела, вопроса или вашего участия в чем-то, или вашей новой тактики зарабатывания денег. Трансформация неизбежна. Может быть, это еще и для кого-то из вас непреодолимые события или обстоятельства в вашей жизни, с которыми вы столкнулись, и вам тут что-то придется реорганизовывать, как-то перестраивать, переделывать. Или карта еще говорит о том, что мы вообще какой-то прошлый период можем оставить позади. И карта-то ведь предполагает, что мы даже можем, вы, мои дорогие, действовать как-то по-новому. И для кого-то из вас это будет как и смена работы, смена должности. Вы можете получить новую должность. И в связи с этим совершенно другой доход. Вот что-то для вас на будущее со знаком плюс уже, знаете, как пространство, словно какую-то ситуацию может оформлять, составлять, как будто возможности. Все-таки это старший аркан, уже на этой неделе. Но, повторюсь, нет еще пока прогресса такого вот ясного, видимого. По этой карте придется как будто какой-то период еще условно исследовать непознанную землю без карты. Вот как новая составляющая ваших финансовых возможностей получит начинание на этой неделе. Вот для кого-то и так может проигрываться тоже. Хотя деньги будут, радость будет, об этом тоже говорят нам карты, но, может быть, это вам захочется, как и финансовой стабильности, так и себя попробовать в новом деле, и совершенно может, как новые источники заработка для вас проиграться или дополнительного дохода тоже. Личная жизнь, давайте посмотрим. Для кого-то из вас королева Пентаклей это просто может быть как энергетика этой карты, и для королевы Пентаклей важно все, как ее любимые, близкие, ее финансы, ее место жительства, то есть дом, ее планы на будущее. Королева Пентаклей из любого хаоса создает порядок, а еще она сделала себя сама. Почему? Потому что она умеет свою мечту воплотить в реальность. У нее это получается. И вообще это карта стабильности, надежности, как и в отношениях, так и в финансах, опять же, так и в улучшении, может быть, комфортности своего жилища, как раз очень актуально с учетом праздников. И вообще, наверное, в тех отношениях, мои дорогие, кто в паре, вот, например, да, для вас, пусть это у кого-то семья, у кого-то это просто ваша пара, да, вы встречаетесь еще, вы можете что-то планировать на будущее, может быть, с какими-то уже приятными изменениями, отчасти со сменой статуса. Для кого-то из вас, для тех, кто один или одна, вы можете встретиться с таким человеком. Может быть, правда, есть тот, который уже вам как знаком, из, допустим, знаков зодиака, которые рождены под стихией Земли, это у нас Телец, Дева, Козерог или имеющий там асцендент, или это могут быть как новые части знакомства. Такое тоже для кого-то может проиграться. Но по личной жизни, повторюсь, стабильность сама по себе.
Карта совет. По рыцарю жезлов это когда мы идем вперед и готовы к любым неожиданностям. Вот буквально в двух словах это все-таки как совет. Рыцарь жезлов, он, знаете, сам по себе настроен на то, что вокруг нас обстоятельства все время меняются, и он смело смотрит в будущее. Он надеется где-то сам на себя, он чувствует собственную как и значимость, так и собственную силу, так и, ну, готов где-то, чтобы любые неожиданности его не застали врасплох. Для вас вот эти все составляющие, как совет дает карта на эту неделю. Поэтому как и контролировать, но в то же время быть открытым миру, не останавливаться. Вам как будто очень важно будет, знаете, словно личную историю. И я не имею в виду личную жизнь только, хотя у кого-то личная жизнь именно проиграется. А для кого-то из вас это будет просто новые варианты, как сотрудничество или вашей работы, или построение нового статуса, правда. Просто себя словно настроить на что-то в эту неделю будет очень важно. В другую как будто энергетику перевести. И может быть дважды или трижды даже для вас будет важен праздник, отдых, любовь, взаимопонимание, потому что закончится эта неделя, закончатся праздники, и с ними придут совершенно другие возможности. Может быть, кто-то из вас как раз осуществит поездку, переезд, как будто уже еще больше какие-либо события в вашей жизни, они достигнут какого-то накала. И с окончанием праздника вы включитесь в какую-то работу и более того, в какую-то активность, поездки, в какие-то еще, может быть, разноплановые совершенно дела. Поэтому отдыхайте эту неделю, не тормошите что-то, не пытайтесь ускорить. Продумывать что-то, да, можно, а вообще сама по себе неделя счастья, радости, взаимопонимания и стабильности, мои дорогие. Но есть какие-то изменения и, видимо, принять, наверное, ту реальность или то, что мы не в силах изменить с душевным спокойствием, это для вас тоже задача номер один. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.